wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but Так, things всем are привет. finally right. Сегодня у нас понедельник. Первое, что у меня сейчас в голове возникло, это как быстро набирается вес. Но сейчас, конечно, не так. Но все равно, кажется, я всего... сколько там дней совсем безобразного питания? 3-4. Ну вот пока переезжали. Все равно такая... уже. Ну как, тут еще джинсики у меня сегодня на мне. Не самые большие, потому что... Что я хотела? Что я все перестирала там. Хотела брелок зарядить, но что я уже дома заряжу. Бог с ним. Так, я смонтировала влог. С телефона я его загрузила. Ну, точнее, не с телефона, я раздала интернет с телефона на компьютер. И с компьютера загрузила. Сейчас начинаем наше великое... Сосед мой идет. На всякий случай. Приключения. Едем по делам. Дел много. Нужно почта, Европочты, Белтелеком, заехать к моей тете банки отдать стеклянные, потому что она меня угощала закатками, соответственно, мне нужно ей банки отдать, интернет отключить, подключить. Это я в какой-то день, когда у меня были на руках ключи. Ключи у меня были во вторник у меня были ключи на руках. Я, по-моему, второго же во вторник или в среду приезжала сюда. И он с окна увидел, что я иду. И побежал меня встречать на площадку. И я поднимаюсь, он говорит, ну, типа, зайди, там, что-то. И говорю, я тороплюсь. Да я по-быстрому, мне тут, я думала, мало ли что. Ну, видно было, что вот какую-то ерунду хочет спросить. В итоге он мне предлагал. Говорю, я не пью. Что, совсем? Вот, и теперь, короче, я буду от него держаться подальше, потому что он ничего плохого не делает, но такие друзья мне точно не нужны. Так, в общем, постирала. Забрала кровать, и Максим сегодня спал со мной. Блин! Но я вчера просто уже сама никакая, я сидела в этом стуле, я ему песенку мычу и понимаю, что я мычу себе. Он ни в одном глазу, несмотря на то, что он не спал днем, да, я вырубаюсь, я больше не могу, плюс мне жутко болят ноги. Уже 2 недели, наверное, вот эта ерунда. Короче, есть проблемы какие-то с тонусом в мышцах. Тогда, когда я еще на массаж в Фаниполе ходила, мне об этом сказали, что это нужно исправлять. Сейчас, похоже, как будто бы это еще сильнее усугубилось. Я прямо это чувствую, что у меня сводят мышцы. Как бы тонус с внешней стороны бедра какой-то нереальный. Вот, и он сказал, кстати, мне массажист тогда сказал, что именно поэтому у меня ноги иксом. А не потому, что я какая-то там кривоногая. Нет, просто вот перетянуты эти мышцы. Кстати, все может быть. Видимо, это какие-то проблемы психологические из детства. Ладно, не об этом. Я сейчас буду ехать просто по кругу по всему городу, заезжать во все места нужные мне и делать дела. Посуду я еще не помыла, оставлю на вечер. Придет мама в гости, ей же интересно, где мы теперь живем. Поэтому пусть развлекает внука младшего. Мама будет мыть посуду, готовить ужин.
Вот, Данила взял справку в школе о том, что он является учеником, и теперь у него на городских автобусах, у нас тут парочку штук курсирует по городу, потому что теперь ему до школы очень далеко, ну, не знаю, минут 40, наверное, идти, может быть, даже дальше, чем в Фаниполе. Вот, и теперь он может ехать на автобусе бесплатно во время учебного года. Там, получается, сразу возле школы остановка, и тут сразу за домом остановка. Единственное, что этот автобус как-то неправильно сделан по времени. Уроки заканчиваются в 2:35, допустим, автобус в 2:31, следующий через час. И так вот постоянно на парочку минут, получается, не хватает времени. Ну, посмотрим. Может быть, я когда-то и по возможности буду забирать. Вот сейчас без 20:12. И может быть такое, что я просто пока свои дела порешаю, у него как раз закончатся уроки. Вот. А поскольку я осталась без съемочного стола, теперь я буду снимать на столе вот этом, который у меня, где я за компьютером сижу, то есть у меня будет 2 в 1. Это не проблема. Просто к нему вот эту конструкцию железную не прикрутить, поэтому я ее, в принципе, металл отдала обратно Леше, что ему пригодится. А себе, ну, попробовала заказать, это называется пантограф, такая же конструкция, как у меня вот эта лампа настольная на пружина, да, которая во все стороны двигается, но там не очень хорошие отзывы, поэтому я заказала самый тяжелый из всех, что был. Он придет на Wildberries с 13 по 15. Но я попробую, конечно, до этого дня как-то что-то снимать завтра. Но я его там на месте проверю, прежде чем оплачивать, что он, ну, не дешевый, конечно же. И тогда уже буду решать, оставлять или нет. Короче, что-то придумается. Вот. В общем, вещи разложены, но еще вот, ну, не все устроено. Ладно. Поехала я. Тут столько котов в этом дворе. Кстати, вот этого дома, вот тут стоит, не видно, ну, короче, вот там стоит дом. Не вот этот, который за мной, а вот тут вот, я на него смотрю. Этого дома не было. Он появился позже всех. И когда его не было, мне кажется, прямо вот здесь, где я смотрю, стояли мусорки. Вроде бы, да. Сколько лет прошло-то. И именно вот в этих мусорках я нашла нашего кота рыжего, которого уже, к сожалению, нет. Но он по старости свое отжил. То есть ему лет тоже было много. Ладно, я поехала. Попозже еще подключусь. Не знаю, где пристроиться. Так, я делала дела. В какой-то момент я подумала, ну, почему-то мне показалось, что я все переделала. На самом деле, когда уже дома была, я вспомнила, что еще далеко не все я сделала. Мне еще нужно было заехать в банк. И мне еще нужно было заехать в конце города, где-то там, мне тут шкаф открыт, но там упали пакеты и, короче, прямо на рельсы для дверей. Еще не обращаю внимания на. Ну вот, это самая заваленная комната, вот, где будет мой, типа, рабочий кабинет. Самая заваленная комната, потому что стоят, во-первых, контейнеры с пряжей, а во-вторых, мешки огромные с пряжей, да. Тоже они здесь все лежат. И вот получается, что если бы был собран стеллаж, то я бы уже пряжу, допустим, даже сегодня 100% бы разложила. Вот, и все. И был бы дома, ну, относительно порядок. То есть мебель расставлена, вещи по местам. Оставалась бы только какая-то финальная такая уборка, да, потому что уже и пропылесошены, и полы помыты не раз. Но все равно из-за того, что постоянно какой-то пакет разбираешь, где-то что-то, какая-то пыль высыпается или что высыпается. Ну, такая всякая фигня, короче. Вот, и я сейчас... Я уже думала, я вспомнила об этом, что я не все сделала, я еще была одета. Ну, может, поехать. Потом думаю, нет, ладно, я пообедаю, попью кофе.
И просто чуть раньше выйду в сад и заеду тогда. Мне надо забрать кувшин для фильтрации воды. Но тут еще и стирка. Короче, будем закрывать. И машинки тоже стирка. Не знаю, это что-то как-то не сохнет ничего тут. Какой-то капец. Если бы было кому помочь подержать, ну, блин, с Данила помощник такой себе. Мама тоже моя. Кто-нибудь такой сильный и смелый. Я бы этот стеллаж попробовала, ну, собрать сама. Просто чтобы кто-то держал, потому что он очень интересная там конструкция. Там его один собрать, ну, нелегко, это 100%. Надо. Плюс еще в условиях маленькой комнаты. Это проблемка большая. И я, если честно, не хочу сама собирать, потому что это нелегко физически. И сами даже эти доски, из которых собирается стеллаж, они очень тяжелые. И они сейчас все лежат на балконе. А у меня 3 ногтя на клее сегодня. Я посадила на клей, потому что, ну, я не дохожу иначе. Вот. И потом заеду в банк. Или наоборот. Сначала в банк, потом за кувшином. Ну да, так, наверное, даже будет правильнее, если вот по удобству. Я, наверное... Сколько мне выехать, чтобы нигде не застрять? Если я в 4:30 выйду... Какая в банке будет очередь, интересно? Кто-нибудь знает? Я нет. Влог загрузился довольно быстро. Интернет я не подключила. Не было девушки, которая что-то должна была там сказать. В общем, мне сказали принести, сдать свое оборудование. И там уже к тому времени она узнала. В этой квартире, вспомнила, в этой квартире не подходят эти модемы. То есть у меня там одной фирмы модем, а в этих квартирах, ну, по этому адресу внезапно модемы другого производителя. Поэтому надо сдать и получить новое оборудование. Вот, сегодня мы никого не ждем, ну, кроме бабушки. А вот завтра должен прийти электрик. И завтра мне на консультацию. Так что, не знаю, надо как-то начинать уже что-то делать. Я как бы и хотела сегодня, но вот без интернета уже что-то не то. Хотя вот, ну, много сегодня чего сделала, чтобы не копилось мелкие дела. И с машины почти все вынесла. Сейчас приедет Данила со школы. Повесит занавески у них в комнате. Он длинный, ему это не проблема. Они там сразу уже с этими крючками, поэтому только встать и Тут здесь тоже везде потолочные карнизы. Встать, позасовывать и все. Я поспала, наверное, час. Может, мне так и сделать? Что я за эти дни очень сильно физически устала. Спала, но не то чтобы очень мало, не меньше, чем раньше, 100%. Но вот подустала. А в среду нам приедут чистить диван. Боже, сколько всего. Где же наша тарелка от микроволновки? У меня уже просто даже все мысли закончились. Не представляю. Уже, ну, пакеты. Остался единственный пакет. Не разобранный. Это который мы собирали с Данилой в самый последний день. То есть, когда уже там ничего не было.
когда мы только приехали, сняли штору, там башенный кран Максима забрали, мою алмазную выкладку, скотчи. Короче, ну там точно не было этой тарелки. И куда она делась, непонятно. Она не дешевая, мне так это не нравится, что она... И еще у меня болит плечо. Плечо. Так, я бы поспала до четверга, вот, наверное. Чтобы проснуться, все дела уже порешались. Только вставай, Алина, работаем. Мы все сделали для тебя. Ох. Ладно, буду допивать свой кофе. Попозже еще увидимся. Какое тут интересное освещение в зале. Какое, знаете, хотите посчитать, сколько у вас морщин на лбу? Идеальное место для этих целей. Время уже 9 час. Данила делает уроки, я не могу усесться. Я как не сяду, мне начинает болеть спина. Я только сегодня, точнее, только вчера, вот вечером, уже перед сном увидела, что здесь пописаны обои. Ну, ничего страшного. Не самое плохое это в жизни. Так, я все успела. Что хотела. Маму мы уже проводили домой. Начинает уже темнеть. Ну, точнее, еще минут 20-30 будет темно полностью. Солнышко уже село. Вот. Я что-то хотела, сделала. Нет, я бы, конечно, хотела еще много чего, но из того, что я точно сегодня планировала сделать, я все сделала. Мне нужно было вот эти мелкие дела поделать и дома помыть посуду. Я сегодня купила мусорное ведро. Вот, потому что здесь нету. И у меня своего тоже нету. Маленькое для туалета и было. С крышечкой, а на кухню не было. Ну и вот я сегодня зашла в 3 цены. Все эти магазины, которые с бюджетными ценами. Там купила ведро. И хотела что-то еще купить, но не вспомнила. А потом уже дома вспомнила, когда заходила в ванну помыть руки, вспомнила, что нету шторки для душа. Такая проблема нормально. А как это объяснить-то? Ну, в общем, вы поняли, да? Брызги летят во все стороны. Вот, такие дела. Поэтому завтра у меня к 10:30 на прием. Ну, посмотрим. Я вообще совсем в другую сторону. Но мне еще машину заправить надо. Я сегодня специально не поехала заправлять, потому что, ну, это опять же в другую сторону от всех дел. Относительно города это не близко. Поэтому я решила, что все равно я завтра туда поеду. И мне нужно будет до этого заправиться, потому что съезд на заправку, он, ну, поворот первее, чем тот, куда мне потом. Поэтому я поеду во сколько часиков? В 10 надо уже выехать мне. Заправлюсь и потом по указанному адресу. Вот, посмотрим. Вообще, я еду к косметологу завтра. Это будет моя вторая попытка. Первая попытка была, сколько уже прошло, да? Почти больше, чем 1,5 года, да? Когда я ездила в медицинский центр в Минске, А1. И там был вполне хороший косметолог, и я рассматривала вариант лазерной шлифовки, да, потому что я хочу избавиться от этих вот всех штук. Ну, это вообще в идеале, но я подумала потом, я была готова на эту лазерную шлифовку, но я уже говорила о том, что я подумала и поняла, что я не готова столько ходить с лицом таким, ну, пораженным. Даже не знаю. У меня сейчас такое настроение, мне хочется уединения. Вот правильное слово. Когда ты идешь по городу, на тебя все обращают внимание, как бы мне без разницы, действительно без разницы, что люди думают, да?
Но это уже не уединение, когда ты ходишь, и на тебя все смотрят. Одно дело, когда ты хочешь привлечь внимание, другое, когда ты не то чтобы не хочешь привлекать внимание, а просто, ну вот как-то, знаете, иногда кажется, мне кажется, если бы не дела в городе, я бы вообще, наверное, ну реально, несколько месяцев снова не выходила. Вот. И комфортно бы себя чувствовала, я бы напиталась бы просто вот самой собой, и потом бы очень хорошо себя чувствовала. Вот, поэтому завтра я иду к косметологу на консультацию. Там очень недорого, абсолютно недорого. Я даже удивлена. Сантехник больше взял в 3 раза. Вот. И хочу сказать, хочу, чтобы она мне посоветовала что-нибудь для вот такого, знаете, медленного, но верного эффекта. Даже если это на 100% убрать нельзя, а хотя бы как-то, да, то я бы хотела попробовать этим заняться. Может быть, какие-то можно делать скрабы в домашних условиях. То есть, ну, в общем, попытка не пытка, да. Мне еще одна моя знакомая хорошая подогнала еще один контакт косметолога, но там консультация гораздо дороже, прям в несколько раз. И, ну, не сейчас. Сейчас нет финансов на это. И если бы 3 недели назад я знала про переезд, я бы и к этому косметологу бы не записалась. Но в тот момент, мне кажется, я еще не знала. Что не могу сообразить, если честно, я во времени очень сильно потерялась. Слушайте, сейчас вспомнила, не знаю почему вспомнила, шла из банка, и навстречу, ну не навстречу, совсем не навстречу, я уже могла сесть в машину и уехать. Шел мужчина через дорогу и вел на поводке огромную, белоснежную, красивущую собаку. И я их уже вижу не первый раз. Но я обычно видела в машине, ехала же, не брошу все, да, не остановлюсь спросить, что за собака. И я как бы, ну, я не разбираюсь в породах, но там несколько пород я знаю, да. То есть я там могу сказать, что, это там такая-то порода. А тут не могу понять, что это за собака. И я не поленилась. Ну, я как бы стала так, чтобы было очевидно, что я жду, когда они будут проходить мимо. Чтобы за это время по выражению лица этого мужчины понять, ну, вообще контактный он или нет, коммуникабельный или нет. Поняла, что коммуникабельный, потому что он увидел, что я что-то хочу у них спросить. Он так улыбнулся. Ну, так, знаете, вот обычно, когда ко мне подходят люди на остановке, я тоже даю понять, что я не кусаюсь, да? Там спросить, как пройти в библиотеку. И я у него спрашиваю, говорю, что это за собака у вас такая красивая? Ну, кто это? И он говорит, что это овчарка. Я такого никогда не видела. Я черную как-то видела, чисто черную, но я даже этой ну, то есть такой расцветки тоже была удивлена. А это собака, да, исключительно белая. И пока я с ним общалась, собака ко мне подошла, я ей дала руку, она меня понюхала, лизнула мне ладонь, дала понять, что ее можно потрогать. Боже, какая она мягкая! Ой, все, начинается. Такая мягкая невозможно. Вот. Экскаватор. Угу. Поезд метро, да. Так. 10 час. Это трамвай. Мы укладываемся спать. Так что всем хорошего дня. И всем до завтра.